Так, приветствую вас на своем канале Кременбай. Видео будет по Passat B3, 91 года выпуска. Попробую самую такую подробное видео сделать про именно диагностику с помощью ноутбука и с помощью мобильного телефона. Мобильный телефон у нас Poco X6 Pro. Такой телефончик будем испытывать. Итак, была у меня трансляция. На трансляцию почему-то никто не заходит. Один-два человека, никто ничего не пишет, никто ничем не интересуется. Я так понял, лучше делать видео. Хоть кто-нибудь да сможет видео найти, если нужно будет инструкция по диагностике с Passat B3. Итак, у нас подключен сейчас ноутбук. Для ноутбука, вернее, для диагностики через ноутбук нам нужно будет вот такой вот кабель Wacom 409.1 на Алику куплен, по-моему, $6. Ссылки все в описании должны быть. Потом дальше. Вот такой вам нужен будет переходник. Стоит $2 вроде бы как. Тоже все на Алику. Для ноутбука, если у вас плохая батарея, вам нужен будет вот такой, как он там называется, инвектор-конвектор с 12 вольт на 220. Вот, все подключается 220, зарядка ставится. И без вопроса вот этой вот штуки вам хватит для работы вашего ноутбука с головой. Есть, конечно, и помощнее. Дальше мы этот вот, видите, воткнули уже в ноутбук одну сторону. Следующую сторону я буду втыкать уже переделанный. Потому что хейтеры опять начнут писать. Вот здесь у нас находятся диагностические разъемы, которым вам и нужен вот этот вот переходник. Мне он уже не нужен. Кстати, кто-то там писал из подписчиков, что хочет забрать вот этот вот переходничок. Могу отправить по Беларуси почтой. Напиши ты мне еще раз, потому что я тебя не смог найти. Вот этим переходником воспользуйтесь, если у вас не переделано. Без него у вас не получится диагностику. Так как у меня переделано, и я перенес диагностический разъем вот сюда. Видите? Такой для удобства, чтобы эту ручку постоянно не тревожить, не срывать чехол. Сделал себе вот сюда. Так, дальше подключаем наш кабель. Дальше запускаем нашу программу Вася Диагност. Запустили. Настройки делать нужно обязательно. Определяем COM-порт, сделаем тест. Ну, это если первый раз подключили. Главное первый раз подключиться. Все, вот такое окошко вылетает, значит, у нас все хорошо. Делаем сохранить, как подробно там подключать, как ставить драйвер, как программу данную устанавливать. Все есть в предыдущих видеороликах. Так что смотрите, ищите, все есть. Так, дальше делаем. И опять же напоминаю, добейтесь диагностики в своем Passat B3. У вас проблем куда меньше станет. Дальше делаем электроника двигателя. Сейчас он будет подключаться. Что ты, камера, не сводишься? Ждем, ждем, ждем. Я не завис. Ждем. Ага, куда мы ждем? Вот мы ждем. Зажигание не включили, естественно, мы ничего не дождемся. А сейчас, возможно, дождемся. Попытки пошли. Подключение. Все, он подключается. Номер выбивается. Все как положено. Вот это у нас номер, кстати, ЭБУ. На ЭБУ такой же самый номер должен быть выбит. 1.8 моно, вся фигня. Дальше мы нажимаем коды неисправности. Датчик холла, нет сигнала. Через ноутбук куда удобнее в том, что он сразу же ошибки переводит. Видите, у нас ошибка. 515, кстати, запоминаем эту ошибку. 515 датчик холла. Она всегда будет выбивать, потому что автомобиль не заведен. Мы его заводим, ошибка, естественно, уходит, и ошибок у нас не будет вообще. Очень удобно. Очень удобно, но неудобно, конечно, с собой иметь, вот, таскать этот ноутбук. Одно единственное неудобство в ноутбуке, что его нужно таскать, и он занимает место, там, и нужно какие-то там дополнительные вот такие хрени, например, конвекторы, если батарея плохо держит. Переходники вот эти нужны, чтобы сделать проще, нам нужно всего лишь мобильный телефон, что мы сейчас проверим. Мобильный телефон и вот такой вот кабель. Сейчас мы все сделаем через мобильный телефон. Как бы мобильник постоянно у вас под рукой, кабель скрутил, положил в бардачок и все дела. Итак, включаем этот ноутбук. Для мобильной диагностики, ну то есть через мобильник, нам нужно будет кабель Wacom KKL 409.1. И я забыл сказать вот такой переходничок. Вот такой переходничок USB вот здесь у нас, а здесь Type-C. То есть вот под ваш разъем, если у вас такой разъемчик. Так, с самого начала что мы делаем? Подключаем наш диагностический сканер. Подключили, включаем зажигание. Дальше подключаем наш переходник ОТГ. Дальше, так, где наш разъемчик? Разъемчик. Так, смотрим дальше, что у нас происходит. Подключаем к мобильнику. И должен, секунду, если получится одной рукой. Опа!
Оп, видите, сразу же выбивает у нас приложение. Калиния. Вот какие настройки должны быть в данном приложении. А что не так? А вот. Нужно включить, чтобы загорелась эта вот Калиния. Можно отключать, оказывается, а можно подключать. Вот так вот Калиния, все, она горит. Дальше у нас стоит Volkswagen, так как у нас Passat B3, ну, естественно, Volkswagen. Дальше у нас стоит KV12 Калиния. Есть, можно через TP2.0, я не пробовал, сейчас попробуем. Нажимаем сканер этот, так, двигатель дальше, и идет подключение. Connecting. Что-то там выбивает. Смотрим, что оно выбит у нас. Это все идет подключение. Идет. Кстати, я подключаюсь, я напоминаю, через Poco X6 Pro. В прошлый раз я подключался через Redmi Note 10 Pro. Как-то было получше подключение. Здесь как-то так, чисто вот куда неисправности. Здесь с какими-то ошибками оно выбивает. Через раз. Один раз нормально, смотрите, вы видите, и пропало. Возможно, из-за новой ошибки. И из-за того, что старое у нас приложение. Оно должно выбить у нас ошибку 515, так как у нас автомобиль не заведен. Ну, выбивает ошибку. И все. Нужно, наверное, другой OTG переходник. Вот здесь вот он так шатается. Наверное, из-за этого у нас и ошибку выбивает. Еще раз попробуем. Нифига. Информация. Вот информацию он выбивает. Если кто помнит номер, все как положено. Коды неисправности. Пойду сейчас OTG для другого переходника принесу базовые параметры. Какие-то можно посмотреть. Нифига. Вот кто-то писал, что у кого-то вообще не подключается. Ладно, сделаем двигатель автотранс какой-то. Вот здесь Калинию поменяем на TP2.0. Так, секундочку. Калиния отключилась. Подключили. Двигатель. Нет, вот через другое нифига не сканируется. Вот TP2.0 нужно ставить на К. Вот эту вот линию у нас. Подключаем дальше. Дальше. Двигатель нажимаем. И там у нас будут коды неисправности функции. Сейчас еще раз попробуем подключиться. Что у нас так плохо подключается через новый телефон. Ну, вот ошибку вывела. Ну, какая-то хрень непонятная, блин, не то нажал. Вот как Калиния вырубается и все. Почему-то Калиния вырубается, блядь, неудобно. Так, Калиния вырубается и все. Volkswagen. Двигатель. Сейчас посмотрим, не будем двигаться. И посмотрим, подключится оно или нет. Connecting. Двигатель. Ошибка. Двигатель. Окей. Ну, как-то через раз. Error. Коды неисправности. Ну, давай, друг. Вот, ошибка 515, помните? У нас выбилась. Так что вот через раз, но зато диагностируется. Ну, это за плохого переходника. Он уже у меня старенький. Нужно просто сходить новый, этот взять переходничок. У меня такой маленький есть, малюсенький. Ну и вот помните, у нас через ноутбук выбивала там 00515. Вот та же ошибка. Потому что двигатель не заведен. Заведем двигатель, ошибка уйдет. Но здесь в приложении выскочит там какой-то длинный код. Не пугайтесь, посмотрите в интернете. Оно бьет как ошибка ЭБУ. Типа проблемы с ЭБУ. На самом деле это как не ошибка самого приложения. То есть оно не считается. Если он выбивает тут длинный номер и больше ничего не выбивается, значит у вас ошибок нет. То, чтобы не пугались. Ну вот, в принципе, вся диагностика через мобильный телефон, через ноутбук я вам показал. То, что обещал на трансляции, ну вот так вот пришлось сделать видео. В принципе, на этом все. Видео было про Passat B3 91 года выпуска. Диагностика. Еще раз напоминаю, добейтесь, сделайте диагностику, и у вас проблем станет куда меньше. С ремонтом, имею в виду с ремонтом автомобиля у вас проблем станет куда меньше. Подключил, продиагностировал, если где-то что-то затроило, показала ошибку с каким-то датчиком, датчик поехал, купил, заменил, поехал Passat. Если, например, у вас бывает такое, что ошибки не выбивает, а с Passat проблемы есть,
Особенно они чувствуются на прогреве. Утром на холодную начинаешь заводить, он начинает потраивать, то падают обороты, вплоть до того, что он может заглохнуть или, например, больше повышается. Эта ошибка из-за этого ошибку не выбит, потому что у вас будет стоять китайский датчик охлаждения жидкости. Если у вас будет стоять оригинальный датчик охлаждения жидкости, то у вас выбит, естественно, ошибку. Если вы поставили китайский датчик охлаждения жидкости, то, естественно, ошибки вы не увидите, только нужно будет почувствовать. Ну, диагностика, она вам все равно поможет. Сделала диагностику, ошибок нет, но двигатель потравит, особенно на холодную это все чувствуется, значит, меняйте датчик охлаждения жидкости, и будет у вас счастье. В принципе, на это все. Всем спасибо за просмотр. Если кому понравилось данное видео, ставьте лайк, подписывайтесь обязательно на канал. И если не хотите пропускать дальнейшие видеоролики про Passat B3 и не только, обязательно поставьте колокольчик. К вам будет приходить уведомление. Не забывайте переходить в описании под видео. Там будут полезные для вас ссылочки на такие вот, на переходники на диагностический переходник. На вот такой у нас конвектор будет ссылочка. И, естественно, у нас должна будет ссылочка быть на такой вот диагностический сканер. Wacom ККЛ. Вот видите, ККЛ Wacom 409.1. Вот, в принципе, и все. Всем всего хорошего и пока-пока.